Ну что, всем привет, дорогие мои подписчики! Сегодня для вас суперсрочный выпуск по поводу вида на жительство, по поводу закрытия определенных регионов Турции для иностранцев. И вообще, продают ли в этих закрытых регионах недвижимость иностранцам? Потому что полностью интернет забит, просто забит информацией, что якобы успейте, не пропустите и т.д. и т.п. и тому подобное, что типа вам после этого не будут, что якобы для продажи закрыты эти регионы. Сейчас разобьем просто нафиг все эти мифы, все эти, как говорится, сплетни. Я расскажу вам те районы, которые с 1 июня будут закрыты для получения вида на жительство, не продажи, получения вида на жительство. Если у вас имеется вид на жительство уже в этом районе, вам ничего не страшно. Вы попадаете в 20% этого иностранного населения, которое там должно быть. Но смотрите до конца, не пропустите. Здесь все районы, которые есть. Анталия, Алания и города Мерсина. Давайте, поехали. Итак, давайте начнем с того, очень много мне приходит вопросов. Настя, вот ты знаешь, там я, например, купил год тому назад, но вид на жительство не подавал. Я вам скажу, я не могу вам дать гарантию. Я не президент этой страны, я не работник Göçe Dairesi, это миграционная служба, я риэлтор. Агентство недвижимости. Но я что могу только сделать чисто от себя? Не продавать вам в запрещенном районе. Но если, например, через год его закроют, никто не может никогда дать вам на эту гарантию. Понимаете? Если вы реально готовы, как бы вы планируете здесь жить, приехали, купили, подали документы, получили вид на жительство. Но не забывайте о том, что если вы подаете на вид на жительство, вы минимум 180 дней обязаны проживать на территории Турции. Почему? Потому что при получении вида на жительство вы автоматически становитесь резидентом этой страны. Не гражданином, а резидентом. И у вас есть определенные обязанности. Вот. Теперь давайте начнем с Анталии. Какие же прекрасные районы закрыты у нас в Анталии? Я вот подготовила все списки. В списках ссылку обязательно я укажу в видео. Я ее прям отмечу. Вы можете зайти. Без разницы, в каком вы городе купили недвижимость. Хоть это будет Измир, Анкара, Стамбул и так далее. Вы можете прямо посмотреть, проверить, есть ли этот район в этом списке. И когда вы планируете покупать недвижимость, обязательно проверьте по этому списку. Потому что не все честные риэлторы могут вам сказать, что, а вот вы знаете, вот в этом районе не дают вид на жительство. Они могут промолчать, а вы уже после узнаете. Ну тогда, как говорится, после драки кулаками не машут. Поехали. Анталия. Так, в Анталии у нас, получается, закрыт Каргыджак Mahallesi, Махмудлар полностью, а там, кстати, очень многие наши соотечественники купили, Авсарар, Лиман, Хурма, Сары-Су и другие районы. Список обязательно, вот, ждите, сейчас после... Ну и теперь мы переходим к самому главному. Посмотрите, какой огромный список на Мерсин. На 2 страницы. И еще вот тут чуть-чуть. Но, скажу вам так, список огромный, но из этого списка практически все. Это нас не касаемо. Здесь у нас получается Акдениз район. Район Акдениз расположен в сторону порта. Это старый город. Наши там жить просто не могут. Там в основном забито сирийцами. И, это бедный район. Даже не каждый турок там может жить. Реально, это очень бедный район. Дальше. Так, здесь у нас Акдениз. Где бывают наши? Это вот Мерсин, Эрдемли, Кыскалиси.
Вот единственное, кто купил строящихся объектов или же готовую недвижимость в районе Кыс-Калиси, к сожалению, 80% к тому, что вам откажут при первичном подаче вида на жительство. Если у вас есть вторая квартира где-то в городе, то, в принципе, париться не надо. Но если это ваша единственная квартира, которую вы купили в Кыс-Калиси, к сожалению, надо брать вторую. Или продавать эту и покупать в другом районе. Далее. Так, дальше. А дальше мы приходим к самому популярному району, это Мезитли, который просто, здесь очень многие хотели, когда пошла вот эта вот информация, поступила, что весь город будут закрывать до ТДЖ и так далее, все реально, мы сами были в панике, потому что, это невозможно, что всех просто в одну, как говорится, загнали в одну дыру, и все должны только там жить. Слава богу, в Мезитли, кроме ТДЖ, остались другие районы открыты. Итак, закрыто у нас только, как и было, Истикляль Махаллесе, он и был у нас закрыт. Фатих Махаллесе тоже был закрыт. Сейменли закрыли, кстати. Но в этом районе, кстати, в районе Сейменли очень много сирийцев. Видимо, поэтому его и закрыли. Вераншир Махаллесе, новый район, который закрыли, и Ени Махаллесе. Вот, только эти 1, 2, 3, 4, 5 районов, которые закрыли. Все остальное Мезитли для вас открыто. Пожалуйста, добро пожаловать. Предложение есть. Дальше у нас, получается, идет только Селивке, Тарсус. В Тарсусе, в принципе, кстати, тоже много районов закрыто, но нам это не интересно. Правильно? Я тоже так думаю. Дальше и Торослар. В Торосларе вы тем более жить не будете, потому что Торослар расположен, микрорайоны ближе к городу, там также сирийцами все засажено, а туда дальше это только к горам. И тоже, в принципе, в Торосларе очень мало районов. Кстати, если кто-то что-то хочет в горах, предложение тоже есть. И можете даже землю взять и построить себе дом мечты. Дальше. Всего лишь 3 района закрыты в Торосларе. И наш прекрасный Ени-Шехир, который полюбился всем практически моим подписчикам, всем моим покупателям. Это самый центральный район этого города прекрасного. Это у нас Ени-Шехир. В Ени-Шехире 2 района всего лишь закрыто. Это получается Думлу-Пинар и Пальмия-Махаллесе. Вот эти 2 района. Они все расположены туда, ближе к форуму. Там в основном старый рынок, новый тоже есть. Я думаю, что мы не очень сильно расстроимся, если мы не купим там, а купим чуть-чуть ближе сюда. Университет ЖТС, 34-я улица, все вот эти вот районы открытые. Поэтому не паникуем. Все у нас будет прекрасно. Кто хочет жить в центре, будет жить в центре. Кто хочет в Мезитли, будет в Мезитли. А кто в Тумеке, тот в Тумеке. И все у нас будет замечательно. Пожалуйста, большое спасибо вам за просмотр, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно станет для вас реально полезным. И честно извиняюсь, что это такое более спонтанное видео, потому что оно не было запланированным. Нам срочно прислали списки, и я специально для вас записала это видео, чтобы вы первые, только вы, мои подписчики, первые узнали всю правду о районах, которые закрыты для вас. Но мы не расстроились, самые лучшие районы все-таки открыты для вас. Всем пока-пока, с вами была Анастасия, агентство недвижимости Well Homes. Görüşürüz.